Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён говорит слово, которое похоже на слово «поцелуй», и смотрит на Чонгука. Я уже даже не вздыхаю. Ну а качество самое любимое. Девятое место. Ни у кого еще не видел таких сияющих глаз при взгляде друг на друга. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхёна заставили участвовать в шоу, но при условии, что он будет игнорировать Чонгука». Правда или нет? Мое мнение. Момент, когда Чонгук солгал на шоу. Зачем он это сделал? Почему никто не замечает очевидного? Главное разочарование шоу. Бонус. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Я напоминаю вам об этих двух парнях, которые стояли рядом с Чонгуком и Тэхёном и целовались. Я верю, что придет время, когда Чонгук и Тэхён смогут любить друг друга так же свободно, проявляя весь спектр эмоций, которые человек испытывает к тому, кого любит. Это очень любопытно. Это настолько хорошо, что мне плохо. Седьмое место. Каждый хочет себе человека, который будет смотреть на него так, как Тэхён смотрит на свою любовь. Шестое место. Поведение пары. Как же все зависит от ракурса. Снова эти маленькие пространства и комнаты, что Чонгуку и Тэхёну приходится ютиться и стоять очень близко к друг другу. Бойфрендовская штука.
5 место. Их милая общая привычка. Четвертое место. Забота. Это было ровно 3 года назад. Чангук чувствовал себя не очень хорошо, поэтому он уткнулся в плечо Тэхёна, чтобы тот почувствовал себя лучше. Третье место. Новости. Ресторан Самджиори Фарм на острове Чеджу, который посетили Тэйкук и Чимин на съемках шоу «Are You Sure?», сняли автографы Тэйкук. В ресторане также заявили, что они не могут делать фото и видео. Фанаты в Твиттере предполагают, что это было указанием Хайба снять автографы Тэйкук. Плавные движения Тэхёна во время хореографии к Black Swan. Его пластика что-то запредельное. Тэхён 10 лет назад. Я постригся. Хочу в то время, где в любой момент дня и ночи Чангук мог выйти в эфир. Милая 83-летняя дама после премьеры фильма Чангука «I Am Steel» поделилась восторженными отзывами и о том, какой он талантливый. Всем привет! Вы знаете, кто это? Я просто хочу сообщить вам, что вчера вечером я ходила на шоу «I Am Steel», Чангук. И это было превосходно, это было так весело. Это было так весело, что мы трое собираемся вернуться в следующую субботу вечером, чтобы посмотреть его снова, но это было замечательное шоу. Знаете, потому что вы могли его видеть. Он такой талантливый и такой красивый, и мы все просто наслаждались этим. Но перед шоу многие люди, когда они идут на такие шоу с BTS, они дарят всем небольшие подарки. Они ходят вокруг и дают это вам, поэтому я тоже дала фотографии вот такие. Я пошла по проходу, и там сидели 2 девушки, и я дала им фотографии, а они посмотрели на меня, и одна сказала: «Вы бабушка Фэй?» И я начала улыбаться. Я сказала: «Да». Мы говорили всего несколько минут, и она смотрит на меня, она одна из моих подписчиц. Я вернулась, и она сказала: «Бабушка Фэй». И я сказала: «Что?» И она мне говорит: «Можем ли мы сфотографироваться с вами?» Я начала смеяться и сказала, конечно, ха-ха, но нам было очень весело. Я расскажу об этом подробнее в следующий раз, потому что у меня всего несколько минут, но увидимся в следующий раз. Всем пока! Нежно напоминаю, что у этого зайчика самые очаровательные привычки.
Этот Бэмби взгляд, который Чангук постоянно дарит Тэхёну. Старые видео с Чангуком имеют особенный вайб. Обновление в Корее Сиджином. Я считаю, что мода и музыка неразделимы. Наша музыкальная деятельность всегда подразумевает выступление на сцене, и мода – это то, что помогает нам выделяться. Какое мое первое воспоминание о Гуччи? Ну, у нас есть участник по имени Тэхён, и он однажды подарил мне Гуччи на день рождения. Так что, возможно, это мое первое воспоминание. Сегодня на мне яркая трикотажная кофта и хорошо сшитые брюки. Я также надел 2 ожерелья. Я выбрал коричневый тон, который, как мне кажется, мне очень подходит, верно? На этот раз, наблюдая за коллекцией Сабата де Сарна, я надеюсь, что его успех и мой стиль объединятся для еще лучших результатов. С нетерпением жду возможности насладиться этой коллекцией. Теперь я тоже смутился из-за них. А таких тейкук помните? Верните нам премии и возможность наблюдать за парнями. Начнем день с ход Чангука. Обновление Instagram Laneige. Угадайте, кто новый глобальный посол Laneige. Джин представлен как новый глобальный амбассадор корейской косметической компании Laneige. Поздравляем! Ревность Тэхёна. Женщина поделилась своим опытом встречи с Тэхёном Трени перед дебютом и рассказала, каким вежливым и добрым он был. «Я фанатка BTS и наблюдаю за их ростом, как если бы они были моими сыновьями, а я их гордым родителем. Однажды зимой я встретила свою подругу, мы обе не ели и зашли в какой-то ресторан пообедать. Перед кассой у входа моя подруга пыталась заплатить за нас обоих, но ранее, когда мы встречались, она уже платила за меня, и была моя очередь платить, поэтому мы хаотично двигались, доказывая друг другу, кто должен заплатить в этот раз. Во время всего этого хаоса я случайно столкнулась с ребенком, который выходил за нами, и уронила сумочку. Все содержимое из нее выпало,
и юноша выглядел очень огорченным и смущенным, помогая мне все собрать. Честно говоря, мы оба были виноваты в равной степени, но он несколько раз извинялся, как будто это была его вина. Затем моя подруга вернулась к нашему столу, потому что она забыла там свой шарф, а я посмотрела в сторону выхода. Я заметила, что парень придерживал для нас двери, думая, что мы собираемся уходить, и просто ждал. Но из-за того, что дул холодный ветер, он прикрывал дверь, смотрел на нас и снова открывал ее. Он выглядел взволнованным, продолжая делать это. Наблюдая за ним, я заметила, что он был очень красивым ребенком, его манеры были такими милыми. Я угостила его мятной конфетой и пообщалась с ним. Он использовал диалект Тэгу. Когда я спросила его, родом ли он из Тэгу, он выглядел таким счастливым и спросил, откуда сеульская Аджума узнала об этом. Я поинтересовалась, был ли он студентом, и он ответил, что он стажер. Понятия не имея, что это, я уточнила у него, и он сказал, что готовится стать певцом. Во время нашего разговора вернулась моя подруга, и я попрощалась с ним. Уходя, я сказала ему, «Это Аджума станет твоим лучшим поклонником, если ты станешь певцом». Он выглядел таким счастливым и сказал, «Ты обещала». У него была широкая улыбка, и он выглядел таким невинным. Но, будучи ветреной, я быстро забыла об этом. Однако однажды я включила телевизор и увидела очень знакомое лицо. Я продолжала вспоминать о том, где я могла видеться его раньше, но когда он улыбнулся, я вспомнила, что это был тот ребенок, которого я встретила в ресторане. Всего за 2 года этот мальчик стал айдолом. Будучи верной своему обещанию стать его лучшим фанатом, я купила несколько альбомов и подарила их друзьям сына, но, похоже, им не очень понравилось. Я была очень взволнована, что группа потерпит неудачу. Если так случится, чем этот милый ребенок будет зарабатывать на жизнь? Теперь, когда я вспоминаю это, я понимаю, что волновалась без всякой причины. Сейчас я болею за Тэхёна с гордостью в сердце так, словно он мой сын, наблюдая за его успехом. То, как плакал Чангук, пока Тэхён говорил о своей бабушке, просто разбивает сердце. Он владеет этой позой. Стилисты, пара вопросов, за что и почему. Рюкзаки Чангука. Чангук ведет себя как обычно. Hype приобрели американскую фирму по связям с общественностью. Согласно полугодовому отчету Hype, опубликованному 20 сентября, The Agency Group PR LC была добавлена в качестве дочерней компании путем приобретения акций.
Расположенная в Санта-Монике, Калифорния, The Agency Group PR – частная компания, специализирующаяся на связях с общественностью. Теперь она является дочерней компанией Hype America, американского филиала Hype. При этом Hype владеет 51% акций. На веб-сайте компании представлены ее услуги, которые включают в себя обмен сообщениями и разработку повествования, связи со СМИ, кризисную коммуникацию и управление, а также цифровую и социальную стратегию. Представитель Hype заявил, приобретение было совершено в начале этого года для расширения возможностей Hype America в области связей с общественностью. Этот влюбленный взгляд. Он буквально на 99% состоит из ног. Просто Чангук пытается сделать все на свете в течение 3 часов на эфире. Чангук и его кенгуру-поза. Если вам есть что сказать, говорите, но так, чтобы не заляпать слюнями пол. Старается изо всех сил. Классная резинка. Если вам сегодня не дарили цветы, пусть это сделает Чангук. То, как он бупает Тэхёна, чтобы привлечь внимание. Whip up my appetite. Don't leave me high and dry.
Этот образ Тэхёна в моем сердце. Папочка? Эти детали. Вопрос. Почему он поменял прическу за один вечер столько много раз? Фото Чангука, которые вы, возможно, никогда не видели. А что там происходит вообще? Тэхён всегда слишком хаотичный. Я в шоке из-за этого Чангука. Чангук, спящий на животе, это слишком мило. Это улыбка Чангука. Кошачьи лапки. Второе место. Это так интимно. Аккуратные и ненавязчивые прикосновения Тэхёна к Чангуку и то, как влюбленно он посмотрел на его фото.
Они словно вышли из дорамы. Первое место. Наглядное видео, показывающее, как Чангук терпеть не может все эти переписки по телефону. Нужно признать, что этот адресат очень важен для Чангука и не терпит отлагательств и ожидания. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.